Если вы хотите заниматься трейдингом, зарабатывать на этом, то вам сегодня просто дико повезло, в особенности, если вы начинающий. То, что я вам сегодня расскажу, это просто сократит вам огромное количество времени. Вам не нужно будет, знаете, вот с этой больной головой бегать, гуглить и так далее. Я сегодня вам расскажу, как трейдеры вообще в целом на бирже зарабатывают. И эта информация позволит вам правильно гуглить те поисковые запросы, которые приведут вас на различные статьи, на различные лекции, и ваше самообучение, которым вы, конечно, не дай бог занимаетесь, оно просто выйдет на новый уровень. Вам не нужно будет все это перелопачивать, у вас в голове появится ясность. Поэтому просто это видео досмотрите, и вам станет все понятно. То есть это своего рода как некое введение в трейдинг. Ну а если вы смотрите меня впервые, меня зовут Артем Звездин, сами на бирже торгую уже 15 лет. И на этом канале вы тоже можете встретить кучу информации. Но сегодня мы будем говорить о типах торговли на бирже, которые используют трейдеры. И эта информация позволит начинающему трейдеру гуглить правильные запросы. Ну а значит сократить время на обучение. Итак, сразу к делу. Первый метод торговли, который используют трейдеры, называется скальпинг. Его еще называют пипсовка, либо просто скальп, в общем, разные термины есть. Но суть это именно скальпинг. В основном все именно так и называют. Этот подход торговли на бирже, суть которого заключается в закрытии сделки при достижении небольшой прибыли. Грубо говоря, вот вы решили купить акции, например, Apple, да? Они выстрелили на пару центов, вы сразу же закрыли. Зачем же это нужно? Почему же не давать прибыли течь? Но на самом деле за счет большого объема позиций скальперы зарабатывают реально большие деньги на вот таких небольших движениях. Но если вы купите, например, 500 тысяч акций Газпрома, естественно, вот этих 2 центов будет достаточно, чтобы купить себе несколько вилл в Майами. Понятное дело, если вы знаете и понимаете, как торгуете и что делаете, потому что с таким же успехом можно эти виллы в Майами лишиться. Скальперы стараются торговать волатильные инструменты, то есть те, на которых изменение котировок происходит очень быстро. Потому что они заинтересованы как раз таки вот в этих резких, быстрых скачках. Зашли, сразу продали, сразу купили, и за счет вот этих вот быстрых резких скачков скальпер внутри дня, торгуя, например, целый день, он зарабатывает реально очень неплохо. Скальперы сейчас предпочитают торговать, конечно, криптовалюту и фьючерсы. Связано это в первую очередь с тем, что и криптовалюту, и фьючерсы можно торговать большим объемом за счет наличия кредитного плеча. Итак, вы можете уже первый поисковой запрос гуглить: скальпинг криптовалют, скальпинг фьючерсов, скальпинг, например, акций, да? Вы уже знаете, что это такое. Хорошо, какие методы скальперы используют? Первый метод, самый популярный, это торговля от плотности в стакане. Суть его заключается в том, что в стакане цен, это место, где участники рынка выставляют свои ордера, заявки на покупку и на продажу, появляется большой объем. То есть большая позиция. Кто-то, какой-то миллионер поставил например, заявку на несколько миллионов долларов, например. Естественно, рынок сразу не может поглотить эту заявку, и вследствие чего цена будет каким-то образом реагировать. И вот скальпинг как раз таки предполагает торговлю от этих вот плотностей в стакане за счет того, что цена реагирует на вот эти вот большие заявки определенным специфическим образом. Также используется объемный анализ, плюс-минус то же самое, но уже без стакана цен, то есть по голому графику. Человек смотрит и понимает как-то объемы, читает их. И также классический технический анализ. И вот смотрите, у вас теперь еще появились поисковые запросы. Скальпинг, торговля криптовалют, скальпинг, например, торговля от плотности в стакане, скальпинг, объемный анализ, скальпинг, классический технический анализ, например, или скальпинг, просто технический анализ. Уже этого вам будет более чем достаточно, чтобы разобраться. Кому подойдет скальпинг? В основном он подходит молодым людям с небольшим капиталом. Молодым людям, потому что они более склонны к риску. Я, например, умею заниматься скальпингом, но не люблю это делать и стараюсь им не заниматься. Почему? Потому что я уже, в общем-то, в возрасте. Мне уже, мне уже 35 лет практически. И это уже не для меня, то есть мне очень сложно выдерживать вот эти вот постоянные болтания, вверх-вниз туда все это прыгает, дурдом просто. Но, если вы молодой, если вы студент, 25 вам лет или 26, у вас есть много времени, пожалуйста, пробуйте скальпингом, но, конечно, здесь будет требовательность к вашим знаниям,
Ну, я здесь, наверное, вам помогу, и также поможет та информация, которую вы нагуглите. И, конечно же, люди с небольшим капиталом. Если у вас немного капитала, там, до $500, то скальпинг, в принципе, это единственное решение. За счет большого объема, за счет кредитных плеч, за счет огромного количества сделок, здесь получается зарабатывать ощутимую прибыль, даже несмотря на вот эти копейки. Опять-таки, если вы делаете все правильно. То есть, если мы подразумеваем обычную какую-то торговлю, про нее мы поговорим чуть-чуть позже, то там, конечно, вы не сможете генерировать огромное количество прибыли. На скальпинге вы можете зарабатывать и 20, и 30% в месяц, если вы делаете все правильно. И понятное дело, что заработав эту сумму, вы ее можете как-то ощутить. То есть, я имею в виду, что скальпинг позволяет зарабатывать с небольшим капиталом и ощутить прибыль, потому что в скальпинге доходность самая высокая из всех методов торговли на бирже. Я понимаю, что у вас уже, как в том мультике про Скрудж Макдака, в глазах доллары загорелись, о, сейчас буду заниматься скальпингом. Не гоните коней, потому что, к сожалению, в скальпинге нужно огромное количество знаний и навыков. Просто так, если вы начинающий, вам будет очень трудно на скальпинге, поэтому, конечно, здесь рекомендация вначале прийти поторговать другие методы торговли, потом прийти и поторговать немножко на скальпинге и понять, ваше это или не ваше. Успешных трейдеров, которые занимаются скальпингом, очень мало, и это прям элита считается, вот в трейдерском сообществе, это прям реально элита. Это вот прям вот, ну вот таких вот не то, что там 2%, как обычно говорят, успешных трейдеров, а еще меньше, то есть их очень мало. Будем честны перед самими собой, конечно, может быть у вас огромный талант, но вряд ли... Ну, сами понимаете, оценивайте свои силы. Ну и, конечно, подойдет людям, кто не может уделять много времени. Другие подходы предполагают какое-то уделение времени рынкам. Здесь вы можете, в принципе, потратить полчаса-час. Этого будет более чем достаточно, чтобы сгенерировать какую-то прибыль. Опять-таки, еще раз говорю, если вы делаете все правильно. Второй тип торговли – это торговля внутри дня. Торговля внутри дня – это стратегия торговли, которая позволяет трейдерам внутри дня находить торговые ситуации и зарабатывать на них. Это, грубо говоря, работа трейдером. Вот обычно такая классическая работа, где вы встаете, работаете целый день, заканчиваете работа, грубо говоря, но на самого себя. Данные трейдеры предпочитают торговать относительно спокойные инструменты, такие как акции, фьючерсы и криптовалюту. Как проходит жизнь трейдера, который торгует внутри дня? Я очень долгое время торговал внутри дня, и сейчас примерно то же самое дело. Потому что из-за того, что рынки упали на 50%, я немножко денег потерял на инвестициях, и вот мне приходится торговать внутри дня, чтобы все это компенсировать последний год. Но тем не менее, точно так же, как обычная работа. То есть ты просыпаешься, делаешь анализ рынков, садишься за монитор, и вот целый день пялишься в эти мониторы и ищешь какие-то торговые ситуации. Иногда ты их находишь, иногда не находишь. Опять-таки все зависит от ситуации и те инструменты, которые ты торгуешь. Но смысл торговли внутри дня именно в том, что вы нашли какую-то торговую ситуацию внутри дня, посидели, то есть открыли сделку, удержали ее до конца торгового дня и после этого закрыли ее. Иногда вы ее переносите на следующий день, например, но обычно происходит именно закрытие в процессе дня. Подержали сделку пару часиков, закрыли. Хорошо, какие методы используются? Торговля от плотности в стакане, то же самое. Объемный анализ, он же еще называется VSA-анализ, технический анализ, уровни, price action, новости, то есть анализ новостей, стратегии на просадках. И вот у вас уже есть еще несколько определенных поисковых запросов. Торговля внутри дня, торговля от плотности в стакане или торговля внутри дня плотности в стакане. Например, вы находите огромное количество материалов. Торговля внутри дня объемный анализ или торговля внутри дня VSA анализ. Вот так вот прямо и пишите. У меня, кстати, канал посвящен объемному анализу, VSA анализу и также price action. Торговля внутри дня price action. Технический анализ торговли внутри дня, уровни price action или уровни торговли внутри дня. Тоже можете гуглить подобным образом. Новости, да, ну торговля новостей. Загуглите просто торговля новостей. Много будет шлака касаемо торговли новостей. Но я думаю, разберетесь. Я думаю, что вы люди... Ну, если вы заинтересовались этой темой, значит, у вас мозги есть. Я думаю, что вы разберетесь. Отделите шлак от нормального, но тем не менее. Стратегии на просадках. Подразумевается, когда инструмент, например, растет, резко падает, вы внутри дня
вот здесь вот начинаете покупать, рынок делает коррекцию, где-то здесь закрываете. Это называется стратегия на просадках, торговля pump и dump, вот прям так тоже можете гуглить, можете, в принципе, поискать. Самый эффективный метод анализа торговли внутри дня, стратегии, конечно, на просадках, но нужно будет искать эти инструменты, которые действительно будут падать. Это достаточно сложный процесс, вам потребуется как минимум куча мониторов. Вот у меня, например, 6 мониторов. Вот я сейчас сижу, у меня здесь 6 мониторов. Это позволяет мне находить эти инструменты. То есть я выставляю инструменты, я могу в процессе дня посмотреть, какой инструмент упадет, например. Потому что так просто это сложно найти. И нужно мало того, что найти, нужно вовремя среагировать, вовремя нажать соответственно, кнопку, грубо говоря, купить. Если вы в это время пойдете пописать, например, то вы 100% потеряете торговую возможность. Поэтому, естественно, здесь нужно следить за этим и... Короче, должна быть у вас подготовка специфическая. Второй по эффективности, конечно же, Price Action и VSA. Вот объемный анализ и технический анализ уровня. Это второй по, грубо говоря, значимости и второй по эффективности заработка. Мой весь канал посвящен вот этим двум анализам. У нас даже онлайн-школы есть, где мы студентов обучаем. Мы обучаем вот объемному анализу, VSA анализу, техническому анализу, уровней и Price Action. Безотказная мартышка работала еще до меня, когда меня этому обучили, это уже работало, работает до сих пор. Все мы, слава богу, пока что на этом зарабатываем. Но вот пока Бог дает, там дальше не хочется загадывать. Но пока это работает. Поэтому сконцентрируйтесь пока что лучше на вот этой штуке. Но если вы придете от скальпинга, у вас еще будут какие-то навыки торговли от плотности в стакане. И вы сможете это каким-то образом у себя не то чтобы чередовать, а применять, да? И у вас тогда эффективность будет гораздо выше, если вы будете использовать и плотности в стакане, и объемный анализ, и технический анализ. Обычно знаете, как происходит? Вот привожу такой пример. Трейдер, например, торгует по техническому анализу. По техническому анализу, например, есть такой метод торговли. Это торговля, например, наклонки. Да? Создается такая наклонная линия, и при ее пробое покупатели начинают резко выходить из позиции, то есть начинают активно продавать, вследствие чего у нас цена валится вниз. И вот трейдеры обычно стараются зайти вот здесь в продажу. Если вы здесь просто заходите по объемному анализу, по Price Action, вы можете ориентироваться, например, на свечи. Вы можете увидеть, например, такую свечу. Или вы можете увидеть, как у вас здесь, например, появляется большой крупный торговый объем. Например, точно так же с такой же свечой. А вы можете, если вы подготовлены, если вы умеете читать стакан цен, ну, где трейдеры выставляют заявку, вы можете увидеть в стакане цен, вот я вам рисую стакан цен, например, большую крупную заявку, которая будет плюс-минус вот здесь находиться, да, вот сверху. Для вас это уже будет показатель, что здесь находится крупный продавец, вы просто от него будете заходить. Опять-таки, это не означает, что без торговли в плотности в стакане вы не сможете торговать VSA и Price Action, но это даст вам значительно больше шансов. Кому подойдет торговля внутри дня? Людям, у которых много свободного времени, всяким студентам, всяким предпринимателям, например, у которых бизнес выстроен правильно. В моем случае, бизнес плюс-минус должен работать автономно, а предприниматель должен просто разрабатывать стратегии. Психологически устойчивым людям из-за ожидания. Я вам сказал, что здесь трейдер выставляет определенные уровни, делает какой-то торговый анализ перед торговым днем. И вот он сидит и ждет. И это очень сложно. Кто-то мне может сказать, да, что там, сидишь, ждешь, сериалы смотришь. Это очень сложно. То есть это самое сложное, это сидеть и ждать. Вот я терпеливый человек. Вот я сколько себя помню, я с детства терпеливый. Вы, я не знаю, но я сильно сомневаюсь, что вы терпеливый. Это самое сложное. Самое сложное ожидать. Вот если вы умеете ждать, реально умеете ждать, а не просто вы мне так говорите, тогда вам это реально подойдет. Тогда вы сможете ожидать хорошие торговые ситуации и делать их. Потому что в основном все факапят на торговле внутри дня как раз таки из-за того, что они не умеют ждать. Они просто не дожидаются торговый сигнал. Людям, которые работают удаленно и могут время от времени смотреть на рынок. Айтишники, всякие программисты, если вы работаете удаленно, у вас нет какого-то начальника, и вы можете минут, например, 10 в час открывать, каждый час открывать графики, вам, в принципе, подойдет этот метод анализа. Но только если вы это можете делать, если вы можете время от времени, так сказать, последить за рынком. Ну и подойдет, конечно, домохозяйкам и домохозяинам, у которых есть какие-то другие обязательства и которые могут просто следить за рынком.
Swing трейдинг, он же еще называется среднесрочный трейдинг, это следующий подход. Swing трейдинг — это метод торговли на бирже, который предполагает удерживание сделок несколько дней и более. То есть, если торгуя внутри дня, вы держите сделку непосредственно внутри дня, то swing трейдинг предполагает, что вы сделали сделку и удерживаете ее несколько дней, несколько недель и так далее. В интернете сейчас очень часто говорят о инвестировании, покупайте акции, вот инвестирование, фондовый рынок и так далее. Это не инвестирование. То, что они называют инвестированием, нормальные люди, то есть трейдеры профессионально называют swing трейдинг, либо среднесрочный трейдинг. Купили какую-нибудь акцию, удерживаете ее несколько дней, несколько недель, продали какую-то акцию, заработали вот эту вот разницу. Вот это swing трейдинг. Данный метод торговли используют практически все рынки, кроме инструментов с огромной волатильностью. Я надеюсь, понятно почему. Потому что никому бы не хотелось открыть какую-то сделку, которая пошла бы против него там на 70 или на 80%. Должна быть более-менее какая-то предсказуемость. И если в случае с торговлей внутри дня или в скальпинге волатильность — это хорошо, потому что она позволяет в короткий срок взять огромное движение, то в свинг трейдинге, в среднесрочном трейдинге это не очень хорошо. Но опять-таки, волатильность должна быть, но она не должна быть огромной. Какие здесь методы используются? Тот же самый объемный анализ, ВСА, технический анализ, уровни, price action, новости, стратегии на просадках, все то же самое. Но еще здесь используется усреднение, мартингейл и догон. В классическом виде усреднение, мартингейл и догон обычно приводит к потерям, поэтому это должно быть как элемент вашей торговой стратегии. То есть, что вообще такое стратегия усреднения, разгон, мартингейл и так далее? Предположим, у вас есть торговая идея, что сейчас стоимость акции, например, или криптовалюты пойдет вниз. Вы вот здесь продали, но она, паразитка такая, не идет в вашу сторону, наоборот растет. Вы вот здесь еще раз продали, таким образом ваша средняя входа, потому что здесь у вас ход на продажу, здесь у вас ход на продажу, становится посередине, становится вот здесь. Инструмент опять не идет в вашу сторону, начинает вырастать, вы вот здесь еще раз продали. Теперь ваша средняя входа находится примерно где-то вот здесь. И таким образом, каждый раз усредняя свою среднюю входа, ваша средняя цена становится все выше, 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 выше и выше. С тем расчетом, что через некоторое время, может быть не сегодня, может быть не завтра, может быть там через пару дней, рынок все-таки развернется и пойдет в вашу сторону. И вы вот где-то вот здесь вот зафиксируете прибыль, грубо говоря. У этого подхода есть минус. Минус в том, что у вас просто может денег не хватить, постоянно бесконечно усредняясь, доливаясь и так далее. Поэтому я говорю, как вот сама основа торговой стратегии, это не может существовать, это не работает. Но как дополнение вашей торговой стратегии, это работает, и в основном люди, которые занимаются среднесрочным трейдингом, так и торгуют. То есть они усредняются, потому что у них есть торговая идея. Но при этом у всех трейдеров есть понимание, что если рынок дойдет до определенных величин, то я тогда пойму, что моя стратегия, моя идея не работает здесь, я тогда зафиксирую убыток. Иначе это можно также усредняться, понятное дело, до безумия и потерять полностью весь свой капитал. Но еще раз говорю, практически все это используют, несмотря на то, что это достаточно рискованно. Кому подойдет свинг трейдинг? Во-первых, он подойдет начинающим, потому что он не требует огромное количество времени. Вам потребуется буквально несколько часов в неделю, чтобы этому уделять. Кто не готов уделять много времени на рынок. Я скажу прямо, вот если вы рабочий человек, вам больше 30-35, и вы не рассматриваете рынок, вот пока что на данном моменте, вы не рассматриваете, как вот я сейчас, грубо говоря, брошу все и буду трейдером. Вот если вы это не рассматриваете, если для вас трейдинг это просто дополнительный источник заработка, и со временем, возможно, у вас получится зарабатывать, и вы тогда будете зарабатывать только трейдингом, вам идеален средний срок и свинг трейдинг. Это вот идеальное. Все на этом останавливаются. Потому что, во-первых, он не требует к себе так много времени. Во-вторых, здесь не будет такой сильной эмоциональной окраски. Вот в скальпинге, например, как происходит. Вы за день можете с утра поднять 70 тысяч, а к вечеру потерять 200. Вот эти вот качели, понятное дело, не каждая психика, не каждая голова может выдержать. В среднесроке, в свинг-трейдинге такое очень редко происходит, поэтому более-менее относительно вы можете быть спокойным человеком, этому особо внимания не уделять, и у вас голова нормально соображает, и у вас нет таких никаких качелей, грубо говоря, и чувствуете себя прекрасно, начинаете зарабатывать. Вообще, на мой взгляд, это самое идеальное. Но опять же, не только на мой взгляд, и на взгляд моих коллег. Соответственно, гуглим свинг-трейдинг, объемный анализ, свинг-трейдинг, price action, но
мой канал откройте, в общем, он как раз-таки все про это, практически все про это. Следующий метод торговли – это долгосрочный трейдинг, он же еще называется долгосрок. Долгосрочный трейдинг, в интернете его называют инвестирование, это примерно то же самое, что и свинг-трейдинг, но предполагается здесь удержание позиций свыше месяца и более. Для торговли используются аналогичные инструменты, аналогичные рынки, но желательно относительно более-менее предсказуемые. Криптовалюта не подойдет. Криптовалюта может упасть на месяц на 50%, а потом взлететь, если это какая-то малоизвестная криптовалюта, за пару месяцев на 120%. Здесь, конечно, должна быть более-менее предсказуемость, если это долгосрочный трейдинг. Здесь, помимо всех перечисленных методов, помимо усреднения, мартигела, стратегии на просадках, новостей, всего то же самое, что я говорил, еще подключается фундаментальный анализ. Под фундаментальным анализом я подразумеваю чтение отчетов, изучение бухгалтерской отчетности компаний, изучение новостей, да, изучение, как компания развивается, рыночные мультипликаторы. Все это называется фундаментальный анализ. И также здесь еще нет в презентации, давайте я вот здесь вот так маркером напишу, стоимостное инвестирование. Стоимостное инвестирование. Так и загуглите. Стоимостное инвестирование. Вы найдете книгу, называется «Разумный инвестор». Это легендарная книга, вы просто обязаны ее прочитать, если вы собираетесь заниматься долгосрочным методом. Это самая лучшая книга. Уоррен Баффет обучался по этой книге, чтобы вы понимали. Что такое Уоррен Баффет, я думаю, вы знаете. Более того, учитель Уоррена Баффета был как раз-таки автор этой книги. Поэтому изучайте стоимостное инвестирование. И вместе со всем этим вы сможете, возможно, найти небольшой кусочек Грааля. Но если найдете, не забудьте поделиться. Кому подойдет? Людям, кто не готов прям вот много тратить времени. Здесь вам реально будет, ну я не знаю сколько, ну час, может быть, полтора в неделю. Если вы прям загруженный человек, этого вам будет более чем достаточно. Людям, у которых есть большой капитал, на счете 10-20 миллионов можете заниматься долгосроком. И, как говорит мой товарищ, вуз не тарахтеть. Вот то же самое. Вуз можете не тарахтеть. Если у вас большой капитал, можете заниматься долгосрочной торговлей. Почему нужен большой капитал? Потому что доходность по долгосрочной торговле очень маленькая. И поэтому, чтобы ощутить прибыль, чтобы ее подержать в руках, а мы же торгуем, чтобы бабки зарабатывать, не просто так. Естественно, вам нужен большой капитал, иначе вы не сможете ощутить прибыль. Ну, заработаете вы сколько там? Ну, процентов 20-30 годовых. Это в лучшем случае на долгосроке. Но с вашим депозитом 300 тысяч рублей, ну сколько вы заработаете за месяц? А если у вас депозит там 20-30 миллионов, конечно, это уже можно будет подержать в руках. Ну и взрослым и адекватным людям. Взрослым я подразумеваю размер депозита и также понимание, что здесь не будет так, что вы посмотрели какие-то там пару роликов на ютубе и бац, стали зарабатывать, да? Что вам нужно пройти нормальное обучение качественное, что вам нужно самому образовываться. Ну, вы понимаете это, да? И адекватным. Адекватным, потому что здесь в процессе того, как вы откроете сделки, вы будете сталкиваться с рыночным шумом. Вот, предположим, вы купили какую-нибудь акцию бумаги, а тут вышла информация, что склады этой, например, акции, да, у этой компании взорвались, например, да, в ходе боевых действий. Неподготовленный человек, неадекватный человек, молодой человек, склонен к риску, позакрывает все сделки. Вы, как адекватный и взрослый человек, будете понимать, что, ага, взорвались склады. Но давайте я узнаю, вообще склады эти были застрахованы или нет. Если они были застрахованы, так что я тогда вообще, в принципе, переживаю. Поэтому, вот видите, такие есть какие-то нюансы. Хорошо, совет. Если вы начинающий, торгуйте с помощью скальпинга и с помощью долгосрока. Еще раз говорю, это самый идеальный метод для начинающих, для того, чтобы изучить, что такое трейдинг, начать зарабатывать потихонечку в этом процессе, ну и втянуться, грубо говоря. Эти методы не требуют огромных эмоциональных вложений, огромного опыта не требуют, но есть требовательность, конечно, к размеру капитала. На долгосрочную торговлю вам потребуется примерно счет 1-2 миллиона, чтобы, ну, банально прибыль подержать в руках, да. В средний срок, ну, в принципе, 1200-300 вам потребуется рублей, я подразумеваю. Если у вас небольшой опыт и много времени, вы можете поторговать внутри дня, либо также в долгосрок. Опять-таки, если вы торгуете внутри дня, вам потребуется счет, ну, где-то 100 тысяч рублей, в принципе. Этого будет более чем за глаза, грубо говоря. Если вы будете торговать фьючерсные контракты, если вы будете торговать криптовалюту, это вам будет более чем достаточно.
Если у вас уже есть опыт, либо у вас нет совсем времени, причем под нет совсем времени я подразумеваю, что у вас, соответственно, есть хотя бы полчаса. Вы можете заниматься скальпингом. Полчаса в день будет более чем достаточно, причем скальпинг подразумевает, что также если у вас нет большого капитала, на скальпинг вам потребуется долларов 500-1000, где-то вот так вам потребуется. Но опять-таки в зависимости от того, что вы будете торговать. Хотя бы $200, окей, хотя бы $200 у вас должно быть для скальпинга. Причем не думайте так, что вы возьмете эти $200, сделаете из них 1000, а потом, значит, из 1000 сделаете сотни миллионов и будете заниматься долгосрочной торговлей. Друзья мои, так не получится быстро. Поэтому не гоните коней, пожалуйста. Поначалу научитесь торговать. Вот научитесь просто зарабатывать. Начните с минимальной суммы, научитесь просто зарабатывать. Если вы поймете, что у вас, ну вот пойдет, да, вы поймете, что вот я зарабатываю, что у меня получается, будете потихонечку просто откладывать. Заработали там на какой-то основной работе, просто немножечко отложили на свой брокерский счет, продолжайте торговать. У меня все студенты делают подобным образом. Ну, практически все студенты так делают. И рано или поздно вы заметите, что у вас на счете большой капитал. Когда-то вы заработаете, я уверен, что если вы будете делать все правильно, если вы будете смотреть мои видео, да, просто разбираться, не будете творить херни, рано или поздно вы проснетесь и поймете, что ага, я сегодня за день заработал столько, сколько я за месяц зарабатываю на своей работе. Так мне какой хер, в общем-то, идти на эту работу, если я могу сидеть и зарабатывать такие же деньги за один день. Ну вот все обычно студенты, которых мы ведем, они все обычно к этому рано или поздно, они к этому доходят. Просто нужно дойти, просто нужно делать все правильно, и я это называю не факапить, то есть не творить дичи. Потому что есть, понятное дело, что если вы там посмотрели, грубо говоря, пару роликов, там сейчас начинаете нажимать кнопки на обум, естественно, это до добра не доведет, мы все с вами взрослые люди, понимаем, что тут нужна подготовка какая-то. Хорошо, можете гуглить сами эти методы торговли, изучать по моим бесплатным лекциям, которые есть на YouTube-канале, на этом YouTube-канале. Я вам, пожалуй, даже оставлю в комментариях, прикрепленный комментарий оставлю, как раз-таки с плейлистом, где вы можете посмотреть плейлист и обучиться этому, грубо говоря, здесь на YouTube. Но если вам хочется не бегать по YouTube-каналам, не искать всю информацию самостоятельно, а получить все в одном месте, причем с гарантией, что это 100% будет работать, что вы получите рабочие механизмы, которые работают, которые адаптированы под современные рынки, которые действительно приносят заработок, которые действительно приносят доход, милости прошу на мои курсы обучения. Ссылка на них находится в описании. С помощью них вы, во-первых, разработаете свою торговую стратегию, которая позволит вам зарабатывать конкретно под ваши хотелки, под ваш депозит, под ваш уровень риска, грубо говоря, под те финансовые инструменты, которые вы будете торговать, под тот рынок, который вы будете торговать. Все же индивидуально, это все нужно учитывать. Я научу вас все это учитывать. Во-вторых, я уже молчу про то, что вы научитесь понимать рынок. То есть вы научитесь понимать, что вообще на рынке происходит, черт возьми. Почему сейчас вырос, почему он сейчас падает. И все это в совокупности позволит вам зарабатывать деньги на бирже. Я действующий трейдер, у меня опыт 15 лет, я квалифицированный инвестор, у меня есть аттестат Центрального банка. Мы работаем по лицензии на образование, поработаем полностью в белую уже 8 лет, и уже это является гарантией того, что это не какой-то скам-проект. Мы работаем уже 8 лет. За эти 8 лет не заведено куча уголовных дел, я не скрываюсь где-то там в бегах. Публичный адрес, где я живу, он известен, понимаете, публично. Известен мой номер телефона, никто за мной не бегает, не охотится. Это уже является гарантией, что мы не какой-то скамеры, не кидаем там людей на бабки, что мы даем качественный продукт уже не первый год. У нас огромное количество благодарных отзывов и огромное количество студентов, которые прошли наше обучение и начинают сейчас уже зарабатывать. Уже давно, в общем-то, зарабатывают. Я надеюсь, что вы возьметесь за голову и не будете изучать это самостоятельно, а приобретете наше обучение, и в одном месте мы с вами встретимся и будем зарабатывать все вместе. Я вам этого желаю. Счастливо зарабатывайте.